осмыслив свой кайт-хорроровый позавчерашний опыт, я решил объединить две технологии. Это кабриновские вот такие вот 8-метровые стропы. Они используются на планках кабрина как нижние составляющие части передних строп. Если у нас случается вот эта вот ситуация стрёмная, когда планка запуталась, мы не распутываем планку. Мы смотали ее как надо, и все, и на Russian Control System можно уехать. Уверен, что получится, потому что если я ездил на 2-метровых стропах, то 8 разделить на 2 на 4-метровых стропах, это по-любому будет то же самое. То есть это быстрый способ вернуться домой. Сейчас мы это потестируем. Альтернативная планка управления. Это что-то типа запасного парашюта у парашютиста, когда основная система управления у вас откажет, ваша планка запуталась, вы из кармана достаете вот эти два шарика и вот эти вот две стропы. И все, оно будет также работать. Проверим? Давайте. Кидаем кайтик в воду. Ой, вот течением бодро понесло как. Так. О, видите, как легко. Он взлетает, сразу хочет взлететь. Давай, родной, давай, взлетай. Ага. Все, кайт в небе. Очень легко управляется. Для управления у нас вот два шарика. Сюда, сюда. Короче, обычная Russian Control System в минимальной ее комплектации. Место не занимает вообще. Так что, пожалуйста, пользуйтесь. А я сейчас попробую даже на этом закатнуть. Управляется вообще очень легко. То есть четко, без проблем. Могу еще раз уронить, показать вам, как работает рестарт. Вот видите, у меня планка управления улетела. Я просто подхожу к ней, вяжу стропы и пробую перезапустить кайт. Давай. Так, сейчас с какой стороны тут ветер дует, непонятно. Вот так. Все кайт в небе. Видите, все достаточно интуитивно, понятно и просто. Вот он. Так, ну что, надо бы закатнуть, да? Да. Потому что одно дело это управлять на берегу, а другое дело это на нем поехать. Но у меня нет никаких сомнений, что это получится. Ну и, соответственно, единственный нюанс это все привязать на воде. Но согласитесь, с такими короткими стропами привязка вообще не должна вызывать проблем. То есть распутать такие стропы сильно проще, чем сильно запутанную вашу стандартную планку. Вот, ну и все. Садим, как обычно, вот так, оп, все, кайт сидит, вы на берегу. Реальный способ спасти себе жизнь. То есть, знаешь, как у профессиональных парашютистов есть запасный парашют, вот прям последняя надежда это может быть вполне. Ты можешь даже бодигражить, можешь на доске пойти, как хочешь. Да и когда у тебя кайт выше, то его из воды лучше видно. Во! Система очень простая. Вот шарики это для управления, правое, левое. Центральные стропы я просто использовал запчасть от дакайновского лиша. Просто прицепил и все. И стропы всего две. То есть вот это одна стропа, которая на самом деле заменяет две 4-метровые. И вот вторая стропа управляющая. Это, соответственно, тоже 8-метровая стропа кабриновская, стандартная. И самое главное, что это очень легко потом распутать. Согласитесь, что распутывать две стропы между собой
которые всего длиной 8 метров, это сильно проще, чем распутывать, ну, вот, если у вас случилось с вами стандартными стропами какая-то ситуация. Поэтому вполне может использоваться как запасной вариант. Место вообще не занимает, то есть вот все эти стропы можно в карман сложить, можно в сумочку, знаете, на Дакане такие вот есть соло-бэг. Вот, так что пользуйтесь. Пока.